Но Танюшка же обязательно подстрахуется, оденет свою толстую теплую кофточку. Походу моя малышечка заболела. Такая жара. Что будет тут летом? Диван в разобранном состоянии. Какой он красивенный, этот диванище, какой он большой. Но все равно это уже так приятно, уже на столике. Привет, Танюша, как дела? Хорошо. Что скажешь, как настроение? Меня подняли очень рано, поэтому настроение, конечно. Замечательное. Пусть Ты будет вообще-то так. всегда рано встаешь. Ну, Ты встаю, но... рано-встанька. Да, Ранька встанька. Говорю, да не заговариваюсь. Как спалось в той новой квартирке? да. Отлично. мне Матрасик спится. тебе нравится? Матрасик вообще как облачко, вот так в него. Как? Вот так чик, Вот так проникаешь, вот так ложишься и в облачке просто тебе хорошо, ты Не такая подходи, не довольная. подходи ко мне. Я от тебя отхожу, а ты подходишь. Хочу быть рядом. Ты и так рядом, вот. Короче, тебе нравится матрас. Да, пошли, все, я хочу присесть уже, хватит стоять. Ты видишь, Хорошо. что еще и знаки вопроса, может быть, опоздает транспорт. Где там знак вопрос? Там 1 минута показывает. 1 минута и знак вопроса, окопчик. Это, это значит, что он может опоздать. Ребята, вы что-то видите? Мы не видим. Это упертое просто. И, кстати, как вы видите, день солнечный, теплый, но Танюшка же обязательно подстрахуется, оденет свою толстую теплую кофточку. Мало ли там, вдруг снегопад, сразу зима. А я не готова. А ты замерзнешь и все. Поэтому советую вам, друзья, тоже всегда одеваться тепло. Ну, мало ли что может случиться. Просто одевайтесь Да. теплее. Берегите себя, дорогие друзья, да. Он говорит все правильно. Он говорит только в деле. Я такое никогда не делал, но сегодня мы вышли из квартиры, и я забыл взять с собой деньги и документы. Это непростительная ошибка в нашем случае, потому что мы сейчас никуда не подвигаемся по факту. Да, транспорт у нас, можно так сказать, доступный, мы можем ехать куда хотим, но поехать куда-то без чего-то нехорошо получается. И хочется очень кофе выпить. Денежек нет. А денежек мы не взяли. И что делать? Мы едем обратно домой. Походу моя малышечка заболела. Я пришел после тренировки, застал ее в таком виде. Ей то жарко, то холодно. Не знаю, что делать, как ее вылечить. Если у кого-то есть какие-то методы лечения моей жены, пожалуйста, напишите в комментариях. А то мне не нравится, когда она вот так лежит и лежит. Ладно, пусть сейчас чуть-чуть поспит, я думаю, поспит, проснется, все будет хорошо. Как вы поняли, моей женушке нехорошо. Она себя все чувствует очень слабо. Не могу понять, это температура или она там просто устала. Потому что вроде она не горячая, но состояние такое, как будто температура у нее есть. В общем и целом, я ее покормил, положил спать. И я один выдвигаюсь сейчас за диваном. Договорился с тем парнем, который нам помогает с грузоперевозками, чтобы он приехал на тот адрес, откуда надо забрать диван. Он, кстати, еще поможет нам разобрать диван у них в квартире, загрузить в машину, потом поднять сюда в нашу квартиру и собрать у нас в квартире. Это чуть такая нелегкая работа, но я уверен, у нас все получится. Что еще хочу вам сказать? Очень надеюсь, что я вернусь, и моя женушка, моя любимушка уже будет себя хорошо чувствовать. А то я не хочу ее видеть в таком состоянии. Она, ну, как вы видели, я пришел с тренировки, она такая лежит себе такая, даже не знаю, мне так, не хочу говорить жалко, но мне так жалко ее, когда она вот такая обессиленная, ничего не хочет делать. Все. Прямо сейчас нажми на паузу и напиши, чтобы Танюшка не болела. Прямо сейчас это сделай. А я надеюсь, к моему возвращению уже моя женушка будет себя чувствовать хорошо. Иду за диваном и думаю, какая же классная погода сейчас. Но в то же самое время понимаю, если сейчас такая жара, что будет тут летом? Тут летом нужно прям бегать от солнца, потому что реально сейчас
Такая приятная погода, но если поставить под солнышком, прям жарит конкретно. Летом, не знаю, как-то нужно будет спасаться от всего этого. Но лучше солнце, чем снег. Мы больше любим теплую погоду, чем холодную. Мы это однозначно решили и говорили об этом неоднократно. Я дошел, я посмотрю, наш друг где-то тут должен быть, а его еще нету. Ну, ничего страшного, подожду. Человек, который нам помогает с грузоперевозками, он задерживается на 15 минут. Ну, всякое бывает, что поделать. Сейчас посижу чуть-чуть на камушке, отдохну, отдышусь. Конечно же, хорошо, что есть место не под солнцем, потому что под солнцем прям жарит конкретно. Я думаю, даже, может быть, Танюшка сегодня чуть-чуть под солнышком походила, у нее там маленький солнечный удар был, как вариант, поэтому ей так плохо было, потому что реально солнце очень сильно жарит сегодня. Ну, надеюсь, к моему возвращению, еще разочек повторю, с ней уже все будет хорошо. Она уже себя будет чувствовать лучше. И если она себя будет чувствовать лучше, как я хочу, очень хочу, я выйду с ней еще по району, пройдусь чуть-чуть. Ура! Приехал, все паркуется, идем разбирать диван. Если не получится что-то сходу показать, I'm sorry, я занят. Друзьяшки, Акопчик поехал за диваном. Я хочу вам сказать, что я чувствую себя уже гораздо лучше. По крайней мере, я могу двигаться, я могу там поднимать руку, ногу. Честно говоря, было какое-то обессиливание, или как это можно назвать по-другому, я не знаю. Вот так. Давление у меня было 100%. Честно, я не понимаю, оно пониженное, повышенное. Я никогда в этом не разбиралась, не хочу в это вникать. Знаю, что у меня какие-то проблемы с этим давлением есть, потому что я чувствую его, то вот сзади меня голова сильно болит, то в висках очень давит. Вот сегодня было в висках. Если вы понимаете, какое это повышенное или пониженное, напишите. Даже боюсь вот это идти к врачам, завязываться с этим, мерять, и, там, покупать этот аппарат. Мама наша говорит уже там 10 раз, купи аппарат, купи аппарат. Я не хочу, я не готова принимать эту информацию, что мне это нужно. Ну, в общем, и еще сегодня было вот прям тяжело открыть глаза, знаете, я хочу смотреть, ну, открыть глаза, и я не могу, они закрываются, аж давит, знаете, на глаза. Вот такое было состояние, жуткая головная боль. Но уже все легче, уже все прошло. Раньше я все спирала на погоду, тут очень частые перемены погоды, дожди, то опять солнышко, то опять минус, то опять уже плюс, причем большой. Но мне кажется, сейчас, ну, во многих странах вот такое, там я же с одной мамой разговариваю, с другой. В общем, раньше я это все думала, что погода сегодня и вчера, и завтра погода прекрасная, солнечная. И что это было, если честно, объяснить особо не могу. В общем, неважно, все прошло и прошло. Спасибо, кстати, хочу сказать всем, кто переживает, кто поддерживает. Я знаю, что в комментах пишете, в Телеграме сейчас очень много людей написали. Переживают, пишут, и это очень приятно. Это, если честно, дает силы и помогает. По поводу причины, раньше мне писали наши комментаторы, что это, скорее всего, стресс. И я тоже думаю, что это был стресс, вот эти постоянные головные боли. Но сейчас, мне так кажется, я успокоилась, мы уже в своей квартирке, мы уже нормально спим, мы уже вдвоем. Ну, вы понимаете, когда люди всю жизнь жили одни в смысле вдвоем, потом у нас вот этих больше 1,5 года, мы непонятно, что с нами происходило, и стресс, естественно, жутчайший у меня был. Я уже такая дерганая стала, у меня глаз то правый, то левый дергался. Это, в общем, смешно и грешно, даже рассказывать не хочу. Но сейчас, скорее всего, это переутомление. Тоже написали сейчас в Телеграме наши подписчики, что, наверное, это переутомление. Может быть, половина из вас думает, да что они там делают, они там не работают, ничего. Ребята, поверьте, мы за день, я не знаю, сколько километров проходим, вверх-вниз,
под солнцем, под жарой, потому что ищем то подешевле, то оттуда несем, то туда несем, то туда поехали, то чтобы там перед тем, как что-то купить, объездили все магазины. Делаем как нам лучше. И естественно, мы устаем, сильно устаем, а Коп еще при всем этом умудряется тренироваться по своих 3 часа, и вообще он молодец, красавчик, и вообще вся основная тяжесть, это все на нем. А даже эти там продукты тащить, вы же понимаете, мы заехали в абсолютно пустую квартиру, где потихоньку все надо, там от соли до приправки, до масла какого-то, уксуса, ну короче, все надо принести. И это все по чуть-чуть носится, эти пакеты постоянно тяжелые. И подводим итог. Мне легче, всем спасибо, всех люблю. Надеюсь, больше такого не будет. Всем желаю здоровья. Спасибо, что выслушали. Все, жду диван. Короче, диван в разобранном состоянии. Уже довезли до нашего подъезда. Подъезд. И домой нужно донести. Все. Поехали. Да, ребятушки, Якубчик уже потихонечку носит маленькие части диванчика. Я их чищу и складываю в ту комнату. То, что тяжелые, конечно же, сказал, просто почистить и оставить. И вот такой цвет какой-то коричневато-серенький. Я вообще так радуюсь этим диваном. И, кстати, прикола ради, сейчас покажу вам наш лайфхак с шторами. Сегодня в чате мы там все переписываемся, кто заходит во время трансляции в наш чат, все знают, что там можно писать, нам живую с нами общаться. И девушка сказала, говорит, шторки появятся и будет намного красивее. И я так засмеялась насчет шторок, потому что у нас, где спальня, вот, внимание, солнечная сторона, и солнце так светит, но невозможно просто тут полежать, посидеть. И вот Копчик придумал такую вещь полотенцами пока что вместо штор. Иди чисти диваны. Мы завесили наши окна. Кому нравится, ребята, ставьте лайк, пишите в комментах, посмеемся вместе. Диванчик приходит, кусочки разные. Чистила. Этот последний только остался. Умничка моя, у нас уже диванчик появляется, ура! Ребята, как я довольна, как он вписался. Сначала просто сейчас вам вот так не показываю, даю свои эмоции. Какой крутой диван, просто все как я хотела. Скажу вам, ребята, всегда мечтайте, всегда правильно думайте, всегда просите Вселенную, Бога, ангела-хранителя, и все-все-все сбывается. Все мечты сбываются, все получается, как вы хотите. Вот, ну не знаю, все, показываю, ладно. Смотрите, он прям вписался, я не знаю, просто лялечка. Посмотрите, какой он красивенный, этот диванище, какой он большой. Вот эта часть раскладывается вот так. То есть спокойно можно семью нашу ложить. Короче, я довольна, я счастлива. Причем я его видела вот с этой стороны, я вот так хотела, а с самого начала говорил, нет, давай с этой. Я думала, что здесь будет это некомфортно, будет мешать, ну, а стол здесь поставить так, он видел. Я что-то упиралась, а сейчас я смотрю, реально, прям классно. И комната большая, потому что так бы полкомнаты убрал. Ребятки, и ужин у нас уже здесь, в гостевой. Не в спальне, когда один человек на кровати спальной, а один на кресле рабочем, а уже более цивильно. Конечно, еще без света, так как у нас здесь нету люстры, не подключено. Но все равно это уже так приятно, уже на столике. Да, с пластмассовых тарелочек, с пластмассовыми вилочками, конечно. Но все же так, это как-то душа радуется. А Копчик уже полежал, такой довольный тоже. Сейчас его не трогаю, потому что, конечно же, после этого дивана он устал изрядно так, поэтому пусть отдыхает. Я вам скажу свои эмоции и свою благодарность. Так что спасибо ему за диван. Я счастлива и очень довольна. У нас ночка была очень тяжелой. Моя Танюшечка очень нехорошо себя чувствовала. Не могла спать. У нее была температура.
Я ходил всю ночь, можно сказать, менял ей вот эту холодную повязку, я ей сделал на голову и ходил там раза, не знаю, сколько раз ходил, менял. И эту повязку постоянно охлаждал и ставил новую, чтобы она хоть как-то, чтобы ей как-то стало легче. Сейчас вроде ей легче, я проснулся, приготовил ей супчик. Конечно же, это у меня первый раз в жизни такой опыт. Посмотрите, что у меня получилось. Это мой суп. Сейчас покажу мою женушку. Не знаю, с чем это связано. Вот она у меня теперь на диванчике лежит, отдыхает. Еще 5 минут и суп будет готов. Если так будет продолжаться, то сходим уже к врачу, потому что это ненормально. Ее вот это состояние, головная боль очень сильная была и температура. Сейчас температура вроде уже прошла, температуры нету, но головная боль присутствует. У нас есть наклейки из, если не ошибаюсь, Таиланда. Вот такие. Когда у меня спина болит, мы клеим, она охлаждает и помогает. Болевые ощущения пропадают. Я сейчас разрезал на 2 части маленькие квадратики, приклеил ей на виски. Надеюсь, что это тоже может каким-то образом поможет. Посоветуйте, друзья, что делать в таких ситуациях, чтобы вылечить жену. Я очень хочу сейчас решить этот вопрос, эту проблему, потому что я не могу ее видеть такой. И все. Ну что, малышечка, как ты себя чувствуешь? Сейчас моя любимушка покушает супчика. Спасибо за вкусненького. супчик. Очень вкусный супчик, очень пахнет. У нас уже есть место, где посидеть, покушать. Так что приятного аппетита, давай выздоравливай, мое счастье. Спасибо, зайчик. Ты самый лучший. Все. Моя женушка вкусненько поела, сейчас легла спать. А я бегом иду сейчас в аптеку. Хочу купить кое-какие витамины, там витамин С. Обязательно я ей куплю, чтобы она себя хорошо чувствовала. Какие-то витамины, может какой-то комплекс витаминов. И вернусь обратно к ней. Надеюсь, сегодня она себя уже будет чувствовать хорошо, потому что так не пойдет. И если в течение дня будет хуже, то обязательно к врачу поедем. Очень надеюсь, очень хочу, очень желаю, чтобы сегодня уже все это закончилось, потому что вы не представляете ночью, что с ней было. Просто очень тяжелое состояние было, она полностью вся горела. Просто вся горела, одним словом. Скажу о себе, у меня тоже была температура. Но у меня организм работает таким образом, когда у меня температура, я потею ночью, когда сплю, и проходит. И этой ночью я тоже очень сильно потел, поэтому понимаю, что у меня тоже была температура. Не знаю, что-то за вирус мы подхватили. Я справился, а Танюшка справляется не очень легко с этим вирусом. Вернулся я домой, мы покушали с моей малышкой вкусненько. И чуть-чуть заснули на нашем диванчике. Малышка, покажи всем, как ты, уже лучше. Ладно, не буду ее мучить. Она еще себя чувствует слабо. Но я думаю, завтра уже будет хорошо. Сегодня ее на улицу не буду пускать. Сейчас сам схожу в магазин, может что-то куплю. Вообще-то хочу купить малину, чтобы чай сделать моей женушке, любимушке. И там уже посмотрю фруктиков каких-то. Все, я схожу в магазин, тогда ты спокойненько дома побудешь, хорошо? Если получится, поспись. Чуть маленькая, не боли, пожалуйста. Давненько я по магазинам продуктовым самостоятельно не ходил. Вроде и список есть, что надо купить, вроде и все, и продукты знаю, как они выглядят, но как-то не так. Я всегда ходил с Танюшей, Танюша там выбирала, что хотела, а я просто... был с ней в это время, а сейчас без нее как-то непривычно это делать. С задачкой справился, сходил в магазин, купил все необходимое, но, честно скажу, ничего такого необходимого не было в спешку, чтобы сходить купить, только мне тоже хотелось чуть выйти пройтись, потому что у меня тоже голова побаливает. Я так думаю, я тоже чуть-чуть болею. Все, двигаюсь обратно домой.
к моей любимушке. Сейчас я ей сделаю чайку. Я ей купил круассана. Она очень хотела круассан. Сделаю ей бутерброд из круассана. И она у меня будет уже здоровенькая. Для моей женушки я купил голубика. То, что нужно. Минеральная вода. То, что нужно. Апельсиновый сок. Витамин С. То, что нужно. Круассанчики. То, что она хотела. Не может взять даже. Еще купил какой-то сыр. Еще купил малину. Сейчас будем делать чай и пить с круассанчиком. Еще купил колбаску какую-то, как ты любишь, чтобы сделать бутербродик. Еще купил еще один круассанчик, другой. И еще купил то, что ты очень хотела. Рис басмати. XXL. И даже принес тебе чеки, чтобы ты все проконтролировала, посмотрела, все ли я четко купил. Ну, тут, конечно, косяк маленький есть. Что делать? Мишек надо было купить. Это мой приз за то, что я сходил. Давай, пожалуйста, выздоравливай. Все. Хочу с вами поговорить по поводу своего состояния. Могу смело сказать, что мне уже чуть-чуть лучше по сравнению с вчерашним днем. То вообще живчик, потому что я уже хотя бы могу сама ходить. Вчера было что-то страшное, я не знаю. И, в принципе, ночь нормально прошла, потому что где-то до 12 я не могла заснуть. Еще и, знаете, это какая-то такая страшная болезнь, что я не могу спать. Ни днем, ни ночью я не могу спать. Обычно, когда ты там температуришь, и когда ты в таком состоянии, то ты ложишься и ты засыпаешь, и как-то организм борется и набирается сил. А тут ты просто лежишь, и от этой головной боли ты вообще не можешь, просто не можешь заснуть, тебя болит и все. Сейчас меня чуть-чуть отпустило. Я померила температуру, температуры нет, слава богу. Выпила чайку с малинкой. Вот сейчас я прям только что выпила и сижу мокрая. Знаете, как накрывает после чая с малиной. Хочу выйти на улицу. Сегодня у нас пасмурно, но там так птички поют. И я так хочу на воздух. Мы, конечно, стараемся проветривать, какой-то делать, дома какую-то свежесть, потому что все-таки какая-то инфекция, вирус в любом случае есть. Какой, я не знаю, что сейчас ходит. Если вы знаете, пишите. Я не понимаю, что это. Мы уже с Акопом думали, что может быть это ковид. Когда-то, когда мы переживали ковид, у нас были такие же сильные головные боли. У него тоже очень болит голова. Просто он, конечно, покрепче. Я так думаю, что он еще и половину мне не говорит. Он тоже больной, он тоже температурил. Но он меньше признается, вот так можно сказать. Когда мы переживали этот ковид, эти головные боли тоже были такие убийственные. Сейчас что-то похожее. И все, у меня чуть-чуть насморк, и только еще я много чихаю. Вот это все симптомы. Что это? Как это? Где мы это взяли? Я не знаю, может в трамвайчике каком-то, потому что много людей, конечно, ездят и чихают все, и ты никуда от них не денешься. Маски одевать уже опять, что ли, не знаю. В общем, если понимаете, что это происходит, если у кого-то что-то похожее, пишите, как вы лечитесь или лечились, как вы выходили с этого состояния. С моим любимчиком одеваемся, идем пройдемся чуть-чуть. Я так рад, что она сегодня себя хорошо чувствует, аж вы не представляете. Я уже говорю даже. Вообще, я просто не могла разговаривать. Это что-то нехорошее. Уже лучше, что ты хорошо себя чувствуешь. И мы сейчас пойдем чуть-чуть прогуляемся, сделаем то, что ты любишь, сходим в магазин за продуктами, еду принесем домой, сколько хочешь. Что-то приготовим. Какой он суп мне вчера вкусный сварил. Это вообще просто золотой мой муж. А сегодня, я хочу сказать, я уже хожу такая, смотрю, там пыль. Мне уже все не нравится, я уже хочу убираться. То есть это тоже такой признак того, что все, я прихожу в себя, я оживаю. А то же я, вчера я, конечно, ничего не видела. Я до туалета сама не могла дойти. Но сейчас, если я резко поворачиваюсь, мне надо вот так медленно. Ты так полулежа сидишь, если нормально сядешь, будет хорошо. То же самое и нормально. То же самое и нормально? Выйти мы вышли, но маленькие капли дождя чувствуем.
Решили до конца здания пройтись. Если не закончится, идем обратно. Если не закончится, идем дальше. Вроде Вообще-то. закончились. Вроде да. Вообще-то я погоду посмотрела, в 3 часа дня должен быть дождь. Не, я вот сейчас смотрю, дождя вообще нету. Мне показал в 3. Может, у тебя в 3 будет, но у меня ничего нету. Я запаслась, взяла желеек супер полезных. Ну, это всегда полезно. Я их обожаю. Вот эти мишки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто любит эти мишки. Они супер просто Харибо. полезные и вкусные. А что в них полезного? Реально. Что в них полезного? Да. Ты не знала? Нет, А, это же скажу. желатин какой-то. Не рассказывай. Я так серьезно слушаю, думаю, они реально. просто вкусные. Они не такие вредные просто. Вот и весь секрет. Как обычный мармелад, такое все, да? Мармелада больше сахара. А тут не так много сахара. Тут красителей больше. Ну, хотя я не знаю состав. Но Просто они не уверен, такие сладкие. что они полезны, и все. Почему? Потому что они популярные на весь мир, ты так решил, да? Ну, нет, это вообще ни при чем. Просто они мне нравятся. Ну хорошо, я поняла. Вышли, называется, на прогулку без дождя. Дошли, все хорошо, но дождик все-таки пошел. Но мы успели все-таки купить продукты, мы все купили и идем домой. Слабенький дождь есть, но это нам не помешает дойти до дома. Он очень слабенький, так что я не промокну, все хорошо. А копчик тем более, он у меня сильный. Все-таки чуть-чуть мы промокли, дождик усилился, не так сильно, но мы чуть-чуть промокли, одним словом. Уже дома, уже все хорошо, я уже приготовил нам круассановые бутерброды. Сейчас будет готов чай и будем пить чай с малиной и с круассановым бутербродом. Это чудесно, желаю вам такого же. Прогулка была хорошая, честно скажу, нужно было чуть подождать, чтобы не попасть в дождь. Но что случилось, то и случилось, уже никак ничего не поменяешь. На этом сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что вы досмотрели, спасибо за ваш каждый комментарий, спасибо за каждый лайк и спасибо за каждую подписку. Увидимся на следующем выпуске. Пока-пока, друзья.